Привет! Мы продолжаем наш курс для начинающих. Меня зовут Татьяна, и вы на канале Crochet Evolution. В прошлых уроках мы учились держать крючок и вязать плоское полотно. Но ведь игрушки, они объемные. Сегодня мы переходим к магии 3D. Мы свяжем вашу первую объемную фигуру – шарик. Поверьте, любая, даже самая сложная игрушка, голова мишки, туловище куклы или лапка зайца – это всего лишь видоизмененный шар. В этом видео мы разберем 3 главных кита амигуруми. Первый. Как начать вязание с кольца амигуруми или волшебного кольца. Второе. Как сделать прибавки, чтобы круг рос. И третий, мой любимый прием – незаметные убавки. Как всегда, для вашего удобства мы подготовили субтитры на разных языках. Обязательно включите их, если нужно. Берите пряжу, лучше светлую, чтобы видеть петли, и крючок. Поехали! Тема идеального амигуруми, она настолько глубокая и обширная, что разбирать ее нужно будет очень долго и много. Но это очень интересно. Поэтому я решила структурировать свои уроки и давать информацию постепенно. В прошлых уроках для вязания этой пряжи я использовала крючок номер 3. Для вязания игрушек я стараюсь брать крючок немножко меньшего размера, особенно если вязание будет классическим методом – галочками. Так что в этом уроке я буду использовать крючок номер 2,5. Итак, для вязания шара мы сегодня разберем самую простую схему. Сейчас вы увидите ее на экране. Первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Так как я делюсь своей техникой вязания, то покажу, как я делаю кольцо амигуруми. Длинную нить я не оставляю в начале вязания. Складываем кольцо вот таким образом. Длинную ниточку, которая идет к мотку, я перебрасываю также через указательный палец и вот этими пальчиками регулирую натяжение. Итак, ввожу крючок вот сюда в кольцо и делаю петлю подъема. Вот эта петелька, она еще не считается за столбик без накида. И теперь начинаем вязать 6 столбиков без накида. Вяжем мы методом галочки, которому мы научились в прошлом уроке. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем кольцо, просто потянув за вот этот маленький остаток. Вот так получается. И теперь должно получиться также 6 петелек. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы провязали первый ряд. Есть разные методы кругового вязания. Мы же разберем метод по спирали. Для этого нам необходимо вводить в крючок каждый раз в первую петлю предыдущего ряда. И для того, чтобы не запутаться, где же эта петля находится, нам необходимо будет использовать маркер. Для этого я беру ниточку, пряжу, такую же пряжу, только контрастного цвета. И вкладываю ее под рабочую нить. Так мы никогда не запутаемся, где у нас будет первая петля. Она всегда будет над маркером.
Практически во всех моих курсах вы можете видеть, что вот этот остаток ниточки я ввязываю для того, чтобы полотно было аккуратным и для того, чтобы закрепить вот это отверстие, потому что пряжа бывает разная, и вот это отверстие, оно может просто разойтись. Чтобы потом его не сшивать дополнительно, я сразу закрепляю вот этот остаток несколькими столбиками. Итак, второй ряд вяжем 6 прибавок. Вводим крючок в первую петлю под 2 полупетли. Вот этот остаток складываем вот сюда, поддеваем нить и выводим. Что такое прибавка? Прибавка — это 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю. Вот в первую петлю 1 столбик мы уже провязали, и сюда же вяжем второй столбик без накида. Мы с вами провязали первую прибавку. В следующую петлю вяжем также 2 столбика без накида. Первый, второй. Продолжаем. Также вяжем в третью петлю. Вот эту ниточку достаточно закрепила. Теперь я просто отодвигаю ее назад и буду провязывать вот сюда в петельки. Четвертая прибавка, пятая прибавка, и вот здесь перед маркером остается последняя петелька, шестая прибавка. Мы провязали второй ряд и должно получиться 12 петелек. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 с маркером. Так что все провязано верно. Третий ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. То есть нам необходимо будет повторить эту комбинацию 6 раз. В одну петлю мы будем провязывать 1 столбик без накида, в следующую прибавку. Дальше снова 1 столбик без накида, в следующую прибавку. Вяжем. Один столбик без накида, первая, прибавка, 1 столбик без накида, вторая, прибавка. Сейчас я ускорю видео и встретимся, когда будем заканчивать ряд. Итак, до конца ряда осталось 2 петли. Провязываем 6 столбик без накида и последняя, 6-я прибавка. У нас должно получиться 18 петель после провязывания третьего ряда. Четвертый ряд. Маркер перекидываем каждый раз в одну, в другую сторону. Итак, четвертый ряд. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. То есть вяжем первый столбик,
второй столбик, первая прибавка, снова первый столбик, второй столбик, в следующую петлю вторая прибавка. Сейчас я ускорю видео, встретимся в конце ряда. Я провязала пятую прибавку, и у меня до конца ряда остается 3 петли. Вяжем первый столбик без накида, второй столбик без накида и последняя, шестая прибавка. Провязали четвертый ряд, и у нас должно получиться 24 петельки по кругу. Пятый ряд, 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. Перекинула маркер, он все время находится под рабочей нитью. Один, два, три, первая прибавка, один, два, три, вторая прибавка. Ускоряю видео, встретимся вот здесь в конце ряда. Провязала пятую прибавку и вяжем 1, 2, 3, последняя шестая прибавка. Провязали пятый ряд, у нас получается 30 петелек по кругу. Сейчас можете обратить внимание на то, что получаются в местах прибавок вот такие уголочки. То есть это самая обычная схема. В следующих уроках мы разберем, как вязать идеально ровный шар без вот таких уголочков. Сейчас я подтяну маркер, чтобы лучше было видно. При помощи прибавок мы с вами расширили полотно. Из кольца амигуруми у нас уже получился вот такой блинчик. И сейчас мы будем с вами придавать объем. Для этого с 6 по 10 ряд включительно мы провязываем в каждую петельку по одному столбику без накида, то есть 30 столбиков без накида. Прибавок мы не делаем. Итак, 6 ряд вяжем с первой петельки 1, 2, 3, 4, 5. Я ускорю видео, встретимся в конце ряда. Итак, до конца ряда осталось 2 петли. Довязываем 29, 30. Вот так получается. И наше полотно начинает скругляться. Теперь с 7 по 10 ряд провяжем самостоятельно. И встретимся. Я довязала 10 ряд. И уже получается вот такая чашечка. Теперь в последующих рядах нам необходимо будет делать убавки для того, чтобы полотно сужалось и получился шарик. Перекидываю маркер, вяжем
По схеме у нас 3 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. Вот наша первая петелька. Вяжем 1, 2, 3. Убавку мы будем делать незаметную, то есть только за передние полупетельки. Подхватываю одну полупетельку и вторую полупетельку. Подхватываю ниточку, вывожу через 2 и закрываем. Дальше вот эта петелька уже провязанная. Со следующей снова 1, 2, 3, снова делаю убавку за передние полупетельки. Вот такие незаметные убавки являются золотым стандартом амигуруми. Есть разные варианты убавок, мы их тоже со временем будем рассматривать. В большинстве случаев другие варианты я использую только для моделирования, для того, чтобы придать определенную форму игрушки. И закрываем. Третий раз. 1, 2, 3, за переднюю полупетельку и следующую. Закрываем. Ускоряю видео, встретимся в конце ряда. Заканчиваем ряд. 1, 2, 3 и последняя, шестая убавка. Провязали с вами 11 ряд. У нас должно получиться 24 петельки по кругу. Следующий ряд 12. 2 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, первая, убавка. 1, 2, вторая убавка. Ускоряю видео, встретимся в конце ряда. Заканчиваем ряд. 1, 2, последняя, шестая убавка. Провязали 12 ряд, у нас получается 18 петелек по кругу. Уже очертания шарика. И сейчас самое время наполнить холофайбером. Понемножку добавляем сюда внутрь. Обычно холофайбер я добавляю таким образом, чтобы вот этот ряд был свободен для провязывания, чтобы вот эти ниточки потом не торчали между петельками. Следующий ряд 13. 1 столбик без накида, убавка. Повторяем 6 раз.
1 столбик, первая убавка, 1 столбик, вторая убавка, ускоряю видео, встретимся в конце ряда. Заканчиваем ряд, 1 столбик и последняя шестая убавка. Провязали 13 ряд, у нас получается 12 петелек. Сейчас самое время добавить холофайбера, чтобы придать форму и заполнить пустые места, если есть. Вот таким образом. И вот еще пустое место осталось. Добавляю сюда. Сейчас провяжем последний 14 ряд. 6 убавок. Провязываем все время по 2 полупетли вместе за передние полупетельки. Первая убавка, вторая убавка, третья убавка, подправляю холофайбер, чтобы он не попадал сюда в вязание. Четвертая убавка, пятая убавка и последняя шестая убавка. Провязали. И сейчас вот здесь вверху также осталось пустое место. Добавлю в него холофайбер. Для этого мне потребуются ножнички. И вот таким образом добавляем столько, сколько необходимо для придания нужной формы. Еще есть пустое место, добавлю еще. Готово. Теперь отрежем ниточку для того, чтобы стянуть отверстие и спрятать ее внутрь. Маркер вытягиваем, он нам больше не потребуется. Стягивать отверстие можно с помощью иголки или с помощью крючка. Я делаю обычно с помощью крючка. Для этого остаток нити нам нужно продеть в каждую петлю
через передние полупетельки. Итак, ввели крючок вот сюда за переднюю полупетлю и протянули нить. Первая полупетля готова, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Стягиваем отверстие. Вот так получается. И вот этот остаток мы прячем внутрь. Вводим крючок между столбиками. Продеваем его там через холофайбер. И выводим вот в ближайшее отверстие. Вот таким образом прячем. Вот как аккуратно получается. И продеваем несколько раз. Вот сюда. Холофайбер тоже спрячем. И последний раз вот сюда. Это для того, чтобы лучше закрепить ниточку внутри, спрятать. Поздравляю! У вас в руках ваш самый первый шарик. Покрутите его, пожмите. Он мягкий и настоящий. Сейчас мы вязали классическим способом, галочками. Возможно, если вы присмотритесь, вы увидите небольшие просветы набивки или заметите, что полотно не такое жесткое, как хотелось бы. Почему так происходит и как этого избежать? В следующем уроке я раскрою главный секрет профессионалов. Мы устроим батл галочки против крестиков. Я научу вас вязать так, чтобы ваши игрушки выглядели плотными, ровными и дорогими, как с картинки. Если этот урок был полезен, ставьте лайк и подписывайтесь. А если хотите поддержать выход новых видео и получить доступ к моим большим курсам, вы можете стать спонсором канала. Кнопка прямо под видео. Тренируйтесь вязать ровные шарики и до встречи в следующем уроке. Пока-пока!